Привет всем! В этом видео я сделаю обзорчик суточного таймера. Данная моделька называется VHM018. Ссылочку на него оставлю в описании. Заказывал я его на AliExpress. Модуль представляет из себя вот такую плату. Здесь есть разъемы для подключения питания. Вот этот разъемчик. Здесь питание можно подавать от 6 до 60 вольт. Это питание самого модуля. Также можно подавать питание через micro-USB разъем. Это у нас 5 вольт, то есть можно использовать просто зарядку от мобильного телефона. Справа у нас есть разъем для подключения нагрузки. Нагрузка может отличаться от питания, то есть вы можете использовать 5 вольт для питания модуля, а нагрузка управлять 220 вольт. Например, подключить сюда лампу, либо обогреватель, либо бойлер, то есть какое-то другое устройство. И оно будет питаться от 220 вольт. Нагрузку это реле выдерживает 10 ампер, то есть до 2,5 киловатт. Сюда можно подавать нагрузку. На дисплейчике у нас будет отображаться время, и также с помощью него мы выбираем режим и настраиваем программу. Кнопочки для настройки. Батарейка здесь нужна для того, чтобы часы не сбивались, потому что этот таймер он суточный. Здесь выставляется время, дата и год, и когда питание отключено, чтобы не сбивались настройки и часы продолжали идти. Вот как раз батареечка здесь стоит. Здесь есть зуммер. Там в некоторых настройках можно включать его, чтобы, когда включается реле, зуммер пищал. То есть он там пикал периодически. Ну, не знаю, нужна эта функция или нет. Она когда запищала, то есть включилось реле, то зуммер можно с помощью клавиши любой отключить. Реле продолжит работу, а сигнал вы можете отключить нажатием клавиши. И сейчас я покажу, как оно подключается, настраивается. Для питания я возьму просто провода с блока питания. Здесь у меня 12 вольт. Я подаю на клеммник. Минус это у нас GND. Вот я контакт затянул. И VCC это плюс. Подаем питание. Вот сразу у нас таймер включился. Затянули. Вот этим клеммом я буду подключать лампу. Вот у меня есть лампочка, она тоже на 12 вольт. Сейчас я покажу. Вот при замыкании вот этих двух контактов лампа включается. То есть реле у нас будет работать как включатель. То есть при замыкании контактов лампочка загорится. Минус я подал сразу на лампу, а плюс идет в разрыв цепи. Вот. При замыкании лампочка горит. И у нас здесь есть контакты подписаны. Центральный контакт. На него мы подаем плюс. И провод с лампы мы подаем на нормально открытый контакт. При включении реле лампочка у нас загорится. Также контакт мы затянули. Все у нас готово. Теперь я покажу, как настраивается время. Время настраивается с помощью кнопки Down. Зажимаем на 2 секунды. Вот. ER это выставляем год. То есть можем больше, можем не меньше. 2020 как раз выставили. С помощью кнопки Set мы выставляем месяц. У нас 8 месяц, август. 30 число также выставляется. И часы. Время 22:06, то есть с помощью клавиш мы выставляем 22 и минуту выставляем. Время 22:10. Сохраняем настройки. И вот у нас на циферблате реальное время показывает, даже если питание отключить, то время у нас не собьется. Также у нас есть с помощью кнопки Стоп настройки дисплея. Он либо постоянно горит, OD режим, при удержании мы переключаем. Либо режим CP. Это дисплей выключится через 5 минут. То есть он горит, 5 минут мы ничего не нажимаем, таймер продолжит работу, а дисплей выключится через 5 минут. То есть вот так вот переключается с помощью кнопки Стоп. Чтобы заново дисплей включился, любую клавишу нажимаем и дисплей потом загорается. Ну, я оставлю постоянно включенным. Теперь по настройкам модуля. Здесь есть 5 программ. Чтобы зайти в настройки, заходим.
И здесь 5 программ, которые могут работать параллельно. То есть вы выбрали одну программу, настроили ее, можно выбрать вторую программу и одновременно может работать до 5 программ. Это нужно для того, чтобы, например, вы хотите, чтобы таймер включался там, например, утром на час и вечером на час, например, для полива газона. То есть мы выбираем первую программу, выставляем утренние часы, потом переключаем во вторую программу и выставляем вечерние часы. И будет таймер работать по утрам и по вечерам. И таких интервалов можно выбрать 5. Теперь с помощью кнопки Set мы заходим дальше. Программа P1. Тут у нас есть 5 режимов работы. То есть мы выбрали первую программу и выбираем режим работы. Начнем с первого. P1. Если выбираем прочерк, то есть программа у нас отключена неактивно. Выбираем P1. Заходим. Это у нас время включения. Выставляем минуты, например, 10 минут. Выставили. Кнопкой Set переключили часы. Например, 6 часов 10 минут. Это у нас время включения. Close – это время выключения. Так же самое. Выберем минуты. Переключим с помощью Set часы. Например, 7 часов. И у нас программа будет работать каждое утро, включаться в 6 часов 10 минут и в 7 часов 10 минут выключаться. Когда реле включено, здесь красный светодиодик будет гореть. И когда выключается, реле отключается и светодиод гаснет. Тут еще настройки есть зуммера и режим работы. То есть с помощью нажатия кнопки Стоп мы можем переключать. Здесь написано AUN 1 либо AUN 2. Это переключается работа реле, либо оно замкнуто. То есть когда пришло время включения, оно замкнулось и работает до тех пор, пока не наступит выставленное время, то есть 7:10. Если мы выберем AUN 2, то у нас будет импульсный, то есть реле включится, щелчок, включилось на секунду и выключилось. Просто импульсом в 6:10. В 7:10 уже импульса не будет. То есть реле либо в замкнутом режиме находится целый час, либо просто будет импульсный сигнал подаст на какое-то устройство, которое сюда можно подключить. Вот для демонстрации я выйду из настроек. 22:15. Заходим, выставим, например, время 22:16 включение. Тут у нас 16 минут. А время 22. Время выключения 17. Тоже 22. Включим звуковой сигнал. Нажатием кнопки Стоп мы включаем Bull 1. Это звуковой сигнал включен. И сохраняем настройки. Вот 22:16. Это у нас импульсный. То есть включилось на время и выключилось. И прозвучал звуковой сигнал. Это режим импульсный. Теперь покажу режим, который будет постоянно включен. Заходим в настройки. И переключаем на AUN 1. То есть это у нас уже будет с фиксацией. И переключим время на 17 минут. А выключение на 18. Сохраняем настройки. Теперь нужно немного подождать. Вот у нас включилось 22:17, горит светодиод, звучит сигнал, и через минуту выключится реле, и сигнал тоже выключится. Сигнал можно отключить нажатием кнопки, то есть реле продолжило работу, а вот эту пищалку мы отключили. Вот так работает первая программа. Сейчас мы посмотрим на вторую. Заходим в настройки, выбираем программу P2. Она точно такая же, только первая программа повторяется каждый день.
То есть каждый день будет включаться в определенное время выключаться. Программа P2 работает один раз. То есть мы выставили время. Так же самое все выставляется. Сохранили настройки. И программа выполнится один раз. Вот выдает ошибку, потому что я время не выставил. Время включения-выключения у нас совпало. И выдает ошибку. Поэтому нужно будет задать какое-то время все равно, потому что оно не даст выйти из программы. Вот мы сохранили. И программа выполнится один раз. Теперь заходим в настройки, выбираем программу P3. Зажимаем Set. P3 программа. Заходим в нее. Так же самое выставляем время включения, например, там 0 часов 10 минут. И время выключения 0 часов 15 минут. Но в отличие от первых программ, у нас здесь еще выставляется дата выключения. То есть мы включили сегодня, в определенное время у нас включится реле, но выключится оно на следующий день, либо в любой день, который вы выставите. Мы выбираем месяц, то есть 12, может выключиться даже через месяц. Например, у нас 8. Сейчас мы выбираем 9 месяц, 1 число. То есть через день в определенное время у нас выключится таймер. Сохранили мы настройки. Так работает программа P3. То есть мы включаем сегодня, выключаем хоть через месяц. Выбираем время, дату и месяц, который нам нужно для выключения. Теперь рассмотрим четвертую программу. Заходим в настройки. Выбираем программу 4. Тут у нас выставляется также само время. 8 минут или 10 минут. Вот в 10 выставили. Время, например, 2 часа ночи. Выключение время у нас, например, 3 часа ночи 10 минут. И дальше мы выставляем даты, с какого по какое число будут происходить включения. Они будут включаться каждый день, только мы задаем месяц и дату. 4 месяц, 2 число. То есть это у нас 4 это апрель, 2 апреля. И по какое? Например, 1 месяц январь, 31 число. То есть у нас будет с 31 января по 2 апреля каждый день выставленные дни включаться и выключаться таймер. Это у нас 4 программа. 5 программа, она в принципе точно такая же, только не выставляется месяц последний. То есть он работает в промежутке 1 месяц. То есть мы заходим, выбираем программу P5, выбираем время включения, выставляем, время выключения выставляем. И здесь у нас выставляется месяц, 9 месяц, например, 6 число. И выключение мы выбираем просто число, месяц не выставляется. То есть работает только в определенном месяце, например, 9 число. С 6 по 9 у нас будет каждый день включаться таймер. Каждый день вот в заданный промежуток времени. Вот в принципе и все программы, которые здесь заложены. Ссылочку на таймер я оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.